Всем привет! Меня зовут Анатолий, я рад видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы будем говорить с вами на тему как смерть апостолов. Все ли они умерли естественной смертью, или их казнили, или еще как-то. Будем разбираться и смотреть в историю. Прежде чем начну рассказывать о том, кто как умер, я хочу сразу сказать, что в основном вся информация берется либо с исторических данных, которые есть как факт доказанные, либо это апокрифические, то есть послания, которые были написаны, и это возможные смерти в некоторых случаях. В некоторых действительно это уже доказано, но это как в основном принято считать, что умерли именно такими смертями апостолы. Я буду говорить с вами о 12 апостолах, которые были с Иисусом Христом, то есть не о всех учениках, а именно о главных, 12 тех самых, которые всегда были рядом и которые в дальнейшем стали началом для церкви и которые распространяли Евангелие по всему земному шару, как можно дальше ходили и рассказывали, исполняя тем самым то, что Господь повелел им. Первый апостол – это Иаков, Зеведеев, один из сыновей Зеведея, то есть их было два, и про второго мы тоже поговорим дальше. Он умер, есть два варианта, каким образом. Либо, когда он служил в храме, говорил свою проповедь, его проповедь не понравилась евреям, и тогда его скинули с крыши, но так как он выжил, то после этого его побили камнями до смерти. Это первая теория. Вторая версия смерти апостола Иакова – это то, что его повесили на кресте, и когда он шел на крест, то один из его конвоиров, то есть человек, который его вел на крест, увидел, насколько смело он идет и не боится смерти, и уверовал в Христа, и сам решил тоже умереть такой же смертью. О том, какая версия более правдивая, судить уже вам, какая вам ближе, потому что и у той есть одинаковое количество доказательств. Следующий апостол Петр. У него смерть уже всем известная, она документированная. Он умер в 64 году после Рождества Христова, и умер он мученической смертью на кресте, но так как он считал, что он недостоин умереть такой же смертью, как умер Христос, то он попросил, чтобы крест перевернули. И это был первый раз, когда человек умер на перевернутом кресте. И смерть была быстрее, но он считал себя недостойным, поэтому выбрал именно такую смерть, которая отличалась от смерти Христа. Третий апостол, про которого я буду говорить, это апостол Андрей. Он умер также мученической смертью, и через повешение на кресте. Это было довольно распространено в те времена, еретиков таким образом убивали, поэтому очень много апостолов умерло именно так. Но интересный факт, что когда умирал Андрей, он умирал 2 дня, и пока он умирал, он все это время проповедовал всем тем, кто находился рядом, в том числе и тем, кто его распинал. И по преданию также много людей уверовало и прибавилось к церкви. Апостол Матфей, также известный тем, что он написал послание от Матфея. Известный факт, что он был убит в Эфиопии за проповедь Евангелия. Каким образом, неизвестно, но место, где он был убит, нам известно. Мы знаем, что он там ходил, там проповедовал, и местные племена не восприняли его проповедь. Кто-то воспринял, кто-то нет, но те, кто не восприняли, те решили предать его смерти. Следующий апостол – это апостол Иоанн. Он известен нам тоже по нескольким посланиям. 1, 2, 3 послание Иоанна. Естественно, это Евангелие от Иоанна. И, насколько нам известно, это последнее – это Откровение Иоанна. И, как мы знаем, он умер на острове Патмос естественной смертью в возрасте 87 лет. Это единственный апостол, которого не казнили, но которого отправили в ссылку на остров, и там он дожил до своей естественной смерти. Таким образом, это самый долгожитель среди апостолов, и ему повезло. Следующий апостол – апостол Филипп, также один из 12, и он был так же, как и множество других, распят на кресте вниз головой в 87 году, когда было большое гонение на христиан снова, тогда и поймали его и решили казнить таким же образом, как казнили Петра. Следующий апостол Симон, он был убит мученической смертью, он проповедовал в далеких странах, в том числе на Кавказе, и там же и был казнен. То есть местные племена, то есть это примерно, скорее всего, либо Абхазия, либо Краснодарский край, где-то в том районе,
не восприняли Евангелие и решили убить его, и убили зверской смертью. Он был распилен заживо напополам. Пожалуй, одна из самых страшных смертей, которые мы знаем. Это настолько не нравилось то, что делает этот апостол, что люди решили убить его через такую зверскую смерть. Следующий апостол, который принял мученическую смерть, он был убит стрелками из лука, то есть его привязали, и стрелки из лука расстреляли его. Это Иуда, который не Искариота, который не предатель. Он ездил в Армению, проповедовал слово Евангелия, и там его царь решил таким образом казнить. Насколько известно, там даже есть могила этого апостола, но, естественно, останки уже давно перевезены, и все находятся в католических церквях. В основном там есть места, где можно увидеть гроб или что-то в этом роде. Еще один апостол, который был убит в Армении, это апостол Варфоломей. Насколько известно, его также замучили тем, что сняли с него заживо кожу. То есть таким вот странным образом расправлялись с апостолами, в том числе и в Армении, и на Кавказе. Следующий апостол, который отправился также в далекие страны, он поехал в Индию, это апостол Фома, также Фома неверующий, да, которого мы знаем по Писанию. И там он был убит тем, что его пронзили копьями в спину и в грудь. За то, что он произносил Евангелие местным племенам, также не понравилось это слово. Еще один апостол Иаков, его называют Иаков Старший, чтобы не путаться, поэтому так более известный под прозвищем Иаков Старший. Мы знаем о его смерти через Деяния, которое написано в Деянии апостолов. Там написано, что царь Агриппа убил его мечом. То есть каким образом мы не понимаем, но, скорее всего, это было отсечение головы, либо что-то в этом роде. Следующий апостол Иуда, который Искариот. Всем известный факт, что он удавился, повесился и таким образом умер. То есть он пошел, нашел веревку, повесился на дереве, и на этом закончилась его история. Еще один апостол, который занял место Иуды, его имя Матфий, он был в Деяниях. Мы помним, что так как Иуда удавился и тем самым перестал быть апостолом, то решили заменить его. Мы помним, в Деяниях кидали жребий, и вместо него выбрали Матфия. То есть не Матфея, а Матфий, именно следующий, да, апостол. И он также умер мученической смертью в 63-м или 67-м году. Его побили камнями за проповедь Евангелия. И последний апостол Павел, он занимает 13 место среди апостолов, потому что он был избран после всех, после вознесения Христа. И мы знаем, что он написал большую часть посланий в Новом Завете и также умер мученической смертью в Риме. Его казнили путем отрубания головы, то есть его обезглавили. На этом все. Это все апостолы, они все умерли так или иначе. Кто-то умер естественной смертью, а кто-то умер путем разных ухищрений человечества. Но благодаря им распространение Евангелия было очень сильным, и Господь использовал их труд, и чтобы Его Слово распространялось по всему миру, и, как мы знаем, до сих пор помнят эти имена, и это не просто так, как смерть была. Надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, ставьте лайк, пишите комментарий, обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями. Таким образом вы поддержите меня и мой канал, чтобы он рос, развивался, чтобы я мог снимать еще больше интересных видео. Увидимся в следующем. Пока!